Итак, сейчас я вам покажу, как убрать надоедливый свист ремня у Лансера 10 с двигателем 1.5. Для этого нам понадобится два ключа, один на 14, другой на 12, отвертки, ветошь и растворитель 646. Сначала убираем бачок расширительный в сторону. Отпускаем нижний болт генератора. Ослабляем верхний генератор и откручиваем, отпускаем ремень. Отпускаем ремень. После этого еще хватает, генератора не хватает. Все, ремень должен сняться. Смотрим на ремень. Ремень оригинальный, Mitsubishi. Вот какие проблемы внутри попадается песок. Вот его прям видно, вкрапление песка. Из-за этого песка ремень не садится в шкив правильно. Берем отвертку и убираем этот песок. Просто тупо вычищаем. Так вычищаем весь ремень до чистых канавок. После того, как все прочистили, проверяем. Здесь вообще все должно быть чистенько. Вот еще песок, сейчас дочистим. Вот тоже песчинка еще. Теперь, когда ремень почищен, мы смотрим. В шкив также попадают камешки, которые мешают хорошему контакту. Его точно так же отверткой прочищаем. Проворачиваем рукой и прочищаем отверткой. Дополнительно можно взять тряпку ХБ с растворителем. Берем просто на отвертку тряпочку и протираем шкив, проворачиваем его. Вот такая вот грязь внутри. Это остатки ремня, какого-то масла, которые дают этот свист, характерный по утрам в холодную погоду. Каждую канавку прочищаем.
Если в шкив также набились камешки, заменой ремня вы не уберете свист. Уже проверено. Какой бы оригинальный вы его не ставили. Так, точно так же прочищаем основной шкив коленчатого вала. Вот должны быть чистенькие, ровненькие. Генератор тоже чистенький. Шкив и шкив на компрессоре. Шкив на компрессоре кондиционера. Все чистенько. Теперь можно устанавливать ремень. Шкив точно так же пропускаем через все шкивы. Устанавливаем на генератор. И натягиваем генератор сперва от руки. А потом потихонечку ключом. Видите, ничего сложного нет. И периодически проверяем натяжку. Он должен поворачиваться на 90 градусов, не больше. И все в обратном порядке. Здесь фиксируем верхний болт и фиксируем нижний болт генератора, крепление генератора. Больших усилий не прилагаем. Все. И теперь проверяем, как работает машина. Устанавливаем бачок обратно. Без свиста, все отлично работает. Никаких особых затрат.